Так, я себя слышу? Я себя слышу. Вроде бы по громкости нормально. Ладно. Если что, обязательно сообщайте мне. Итак, сетап закончен. Всем здравствуйте, меня зовут sharkhat87. Вайфу на кауч, то есть на диване. Сейчас мы начнем уже спидран. Начнем его с касцен. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Сказал. Isaac escaped from all the zombies of the first game. Then he got picked up and put in an insane asylum for a couple of years. He was a bit traumatized and stuff from the events of the first game. Так, Dead Space 2 у нас это продолжение первой части, вообще во всей трилогии, то есть у нас всего 3 части. Вот, сейчас мы начинаем с того, что мы бежим из психушки. В этой психушке, как мы оказались, вы можете узнать по первой части или вообще по истории лору Dead Space. В интернете очень много информации, куча статей и всего остального. Что на IGN, что это такая... В этой игре мы будем с вами прыгать за двери, уходить в out of bounds, летать в Zero G в непонятной ситуации, лететь 2,5 минуты в абсолютной темноте и разговаривать со зрителями. В этом спидране будет все, что вы так любите во всех спидранах игр. То есть мы будем много-много-много делать всего спидранерского. Вот. Первый ран первый скип не заставит нас ждать. Он будет категорически интересно выглядеть. Вот, вы даже не поймете. Итак, что стоит вообще рассказать про сетап Dead Space и как в него играть, как его спидранить? Во-первых, у вас должна быть определенная версия игры, которая... Потому что в Steam, допустим, второй Dead Space не запускается, если вы давно-давно не купили игру, потому что EA-сервисы больше не работают, и теперь вам нужно это взломать. И вот как раз Sharkhat написал тот самый софт, который позволяет вбить невидимый ключ и зайти в игру в стимовский Dead Space. Странная штука. Да. Тут сложно не трофиться. Что с моим микрофоном, друзья? So we figured there was no point in sitting there watching it every time. Yes. Also, we could have soft locked the game in about the first 7 seconds with an enemy not a certain share over in the меня слышно, как меня слышно, друзья? Я не понимаю. It didn't happen, so we're good. Yeah, there are a lot of problems that you will run into in this game with just Сколько сильно он фонит? Я сделал себя еще тише. Тихо слышно. Но я подвинулся к микрофону, сделал чуть погромче себя, и теперь не должно быть слышно. Вот. Нам говорят о том, что многие коллизии, дверные коллизии, то есть в основном в Dead Space мы что делаем? Мы делоудимся на чекпоинты, то есть на места загрузки. И это все чаще всего происходит с дверьми, и это выглядит иногда категорически очень-очень странно. Вот. Забыл, что говорил. Так вот, при сетапе Dead Space вы должны знать, что ваш компьютер подходит для спидрана Dead Space, потому что, чтобы спидранить второй Dead Space, у вас должно быть не меньше 250 FPS в нем. Для чего? Все просто. В некоторых местах, при скипах, мы будем включать висилок, и для этого нам не нужно 250 FPS. А в некоторых местах нам нужно оверлоудить текстуры. Чтобы оверлоудить текстуры, нам нужно большое количество FPS. Все логично. Я сделал себя еще чуть-чуть погромче. Вот. Интересные факты, то есть если вы присутствуете на... Сейчас будет после первого скипа расскажу.
you know, embrace kinesis, so that is and you need kinesis in progress. Yes. Yeah. Speaking of kinesis, he's Меня никто не поздравлял с днем рождения до этого, а сейчас решили все поздравлять. Вот. Это наша первая такая встреча с одиноким некроморфом. Нет, не важно, все, не важно, не отвлекайся. Не отвлекайся. Мы сейчас... Да нет, да господи, не смущайте меня, пожалуйста. Я комментирую спидран. В общем, здесь есть кассценария, где нам нужно вытолкнуть некроморфа. Видите, что мы сейчас сделали? Мы вытолкнули некроморфа за дверь, а этот некроморф нам поможет локнуть дверь. Мы сейчас вернемся. Вот, мы локнули некроморфа в дверь. Он теперь хочет вернуться назад там, где он был. Но мы его вытолкнули при помощи другого некроморфа. Сейчас мы возвращаемся к прогрузке касцены в этой комнате операционной. Вот. Вот. Мы возвращаемся, прогружаем эту касцену в операционной. Друзья, спидран. Плевать на мой день рождения. Плевать. Вообще плевать. Спидран, друзья. Вот. Возвращаемся в эту операционную. Здесь у нас некроморф сжирает чувака на операционной, но это не важно. Возвращаемся к той двери, где мы локнули некроморфом дверь. Он ее сломал. То есть дверь открыта. Что теперь происходит? Сзади нас дверь как бы закрылась, но и пропала, потому что в ней стоит некроморф. И мы делоуднули абсолютно всю зону эту. И теперь у нас здесь нет текстур. Вот. То есть мы вернулись туда, куда игра не подразумевает, что мы сейчас вернемся. Вот. Здесь выключен свет и бла-бла-бла, мы сейчас бежим, и у нас сейчас все пропадет. И мы будем ориентироваться только по фонарику. Вот. Мы возвращаемся после двери, находим определенное место, где нам нужно прицелиться в текстуру, как вы сейчас видели в вертикальном положении нашего резака. И спрыгнуть в Out of Bounds. Сейчас мы бежим по Out of Bounds. Многие такие вещи, где мы встречаем, кстати, трипода, но этот трипод вообще из чаптера 2. То есть сейчас мы грузим те чаптеры, которые вообще очень далеко. Суть не в них. Суть в чем? Блин, я забыл, что хотел сказать. So he's never going to get stasis for the rest of the run because he didn't get it. And a funny side effect that we didn't Господи, как же много информации, которую нужно вам передать. В общем, да, мы упали с текстуры, где у нас трипод. Многие вещи, чтобы натренировать проход по Out of Bounds, делаются при помощи тренера. На тренере у вас отображаются координаты по Y и по X. Эти координаты по Y и по X раннер помнит наизусть. То есть сначала он делает это все с тренером миллион раз, а потом он помнит, куда он идет по Out of Bounds уже на память. Вот. Господи. Я же случайно это сказал. Спасибо, друзья, спасибо большое вам, спасибо. Вернемся к спидрану. Вот. Сейчас вы видите касцену, где у нас человека сжирает некроморф. Здесь все просто, мы поворачиваемся спиной к этому, когда мы бежим на какую-нибудь текстуру, либо прямо, либо сзади, то мы как бы слегка поднимаемся на коллизию. Вот. И здесь мы проникли в этот маленький проем в лифте, куда не должны были проникать. У нас пропала полностью карта из-под наших ног, и мы упали. Миллион раз.
pretty much every other level in the game has gotten way faster. I mean, this room has gotten some strats. Like these, when killing some of these enemies here is a bit new. Лично для меня вот именно вот эта стадия, начало второго Dead Space, это самая трушная, самая запоминаемая. Вот. Здесь тоже легчайшие паттерны, то есть у нас здесь такой скролл идет, просто скролл, то есть мы бежим, без скипов просто бежим. Здесь нужно запомнить, где появляются эти монстрики с бомбой на заднице, которую мы можем просто кинезисом удалять. Вот. Здесь тоже, чтобы открыть дверь, нам нужно убить монстра. Чтобы это сделать быстрее, нам нужно разбить просто стекло и... Ну да, вы сами все видели. Здесь тоже такой обычный скролл. Сейчас просто будем бежать по этому... Как поезду. Забыл слово поезд. Good old hospital boots. The other good thing that having a patient suit here for the rest of the game does is it gives us infinite air. So there's an air mechanic, like when you're flying out in space or a depressurized room, you only have a limited amount of time before you suffocate. But in the patient suit, ironically, with no helmet and no pressure suit whatsoever, you have infinite air because the game never expects you to ever go. Нам рассказывает ну, пока вот это все происходит, нам рассказывают про бутсы, потому что мы сейчас будем в Zero G лететь до следующего как бы вагона. Zero G — это нулевая гравитация. И рассказывают про эти бутсы, типа сравнивают с различными вещами. У кого с чем ассоциируются эти бутсы. Вот. То есть в третьей части, допустим, эти бутсы, они их доработали. Они стали более укомплектованными, что ли. Вот. Здесь снова эти криперы. Некроморфа криперы. Взрываются, но очень хотят обниматься. You gotta learn how to deal with them so they don't get in your way too much. I would just like to say that this section happened in Dead Space before it did in Last of Us. Здесь у нас небольшая катсцена, где мы висим вниз головой, и на нас нападет некоторое количество некроморфов. Yeah, you may not see it, but Isaac is constantly swinging back and forth. And he's having to compensate continuously for that swinging motion while he aims. Yes. It's a real pain. Yeah. Ну, то есть вообще про игру, про возможности, не знаю, стоит ли рассказывать, но я расскажу в любом случае. То есть, ну, у нас есть супер костюм, сзади полоски синие — это наш хелспоинт, показатель ХП. Сами мы стреляем из электронного резака, у которого есть два вида стрельбы, это вертикальная и горизонтальная. Вот, то есть это для отстрела конечности. Вот. Здесь у нас вы могли наблюдать первое появление босса Трипода. Вот. Есть среди спидранеров Dead Space, ну, в особенности второго, типа шутка. Вообще шутка и шуточная категория называется Don't Kill Tripod. В этой категории вы не должны убить Трипода, пока бежите в обычном проценте. Вот. Тут написано даже Fashion Kit, такая небольшая шутка, типа малые выбегают из магазина с детской одеждой. Маленькие некроморфы. Ну, есть вообще поверье, что это действительно дети. Просто, ну, многие некроморфы — это обычные люди, как зомби. Ну, естественно, детей тоже не обделило, и есть дети некроморфы. Да, в этой игре есть босс-вертолет. И с ним будет тоже очень интересный момент, как мы скипнем катсцену. В общем, зачем мы заходили в магазин? Нам нужно было продать патроны.
купить пушку. Вот. Будут моменты, когда мы просто будем заходить в магазин и покупать кучу аптечек. Это следует для того, что, потому что мы будем бежать просто очень скролленно, бежать очень долго. И нам нужны аптечки просто потому, что мы умрем. Да, тут, кстати, вы сами видели, это тоже мод такой небольшой. Все дома заменили на текстурки AGDQ. Интересная штука. Вот, это такой внутренний объект, этот вот взлом электрощитков. Мы должны, ну, это такая мини-игра, мы должны вовремя прожать на треугольнике нужную секцию, чтобы взломать 2 раза. Дома текстурки GDQ были. It usually doesn't make much sense to where the game is trying to tell you that you're going. There's going to be one later where the character Dana is telling us you've reached the top of the church, but we actually go down to the lowest point of the entire level. So it's just kind of funny how that works out. Oh, I should mention here, so there's a few вот. За все время игры вот эти вот пролеты, особенно в казуальном прохождении, пролезание по канализации очень серьезная вещь. Вот. Тут нам рассказывают про то, что нам нужно сейчас под блоком загрузки сделать 5 FPS. То есть нам нужно здесь понизить количество кадров, запустить загрузку и проникнуть внутрь текстуры. Клепаемся внутрь текстуры при помощи того, что понижаем FPS при открытии сейфпоинта. Такие штуки применяются в первой части. Последние скипы, которые открыл, допустим, Рэмпанси, да, тоже такие штуки применяются, когда мы клепаемся прям под сейфпоинтами, благодаря тому, что понижаем количество кадров. And one thing to note about that trick is in regular speedruns, we would actually hit the checkpoint and reload instead, and that's because the game's timed without loads. So obviously for the marathon, we're doing a few things that are faster in real time. Здесь у нас глюки с Дайной. Дайна это у нас антагонист. Ну, вы пока не знаете о том, что она антагонист, но она антагонист. Вот. Вообще, много связано с мифологией. Вот. Тут своя мифология в Dead Space и лоре. Вот. Сейчас мы будем бежать там по церкви. Сейчас мы на самом деле в центре находимся все еще. Вот. И здесь очень много всяких отсылок. Здесь, кстати, снова скип сейчас будет. Вот. Благодаря тому, что мы отгрузили там зону, мы появляемся в третьей главе. Вот. Здесь на точке, где заскриптовано выйдут мобы, мы просто стреляем. Вот. Еще раз поясняю, как мы появились в чаптере 3. Как и в прошлый раз, когда мы убегали из зоны с некроморфом в первой главе, нам нужно просто отгрузить. То есть мы когда забегаем в дверь или выбегаем из двери, у нас отгружаются уровни. Вот. Такое будет происходить очень часто и впоследствии. Вот. Сейчас будет еще один, кстати, скип с клипанием. Мы при помощи стула или стола, по-моему, клипаемся внутрь текстуры Out of Bounds, чтобы кипнуть всю 4-ю главу. В казуальном прохождении, по-моему, там эти льдышки, какие-то вниз, там вообще уход, там тоже в Zero-G летать. Вот. Вот он, этот стол. Здесь нам нужно чуть-чуть подождать. Мы подводим его к стене. Там немного стрейфимся назад пару раз. И благодаря этому падаем вниз, потому что стол замещает Айзека. Стол больше, чем Айзек. Вот.
Чтобы открыть эту дверь, нужно пробежать немалое количество вещей в казуальном прохождении, но кто мы такие, чтобы бегать. Вот. Здесь есть определенная зона с дверью, куда нам нужно. Вот. Чтобы подгрузить текстурки, мы используем Escape. Вот, кстати, трипод. Мы падаем, нажимаем много раз Escape, чтобы уровень под нами прогрузился. Вот. And then when the table tries to push you off of it, it clips you through the floor and you can drop below the map. But that particular table in chapter 4, when you climb on top of it, it likes to just shoot out from underneath you. So that's why he was, if you noticed, he was trying to wedge the table into the corner of the room there and kind of fit it between one of that candelabra and the wall, so that he could climb up on top of it and hold it with kinesis. Вот, мы появляемся в 6 главе. В другую главу мы еще вернемся. Вот. Ой, в 6-й, в 5-й, по-моему, главе. Здесь очень много малых. Мы должны всех малых перестрелять. Здесь это никак не скипается, то есть это просто глава, где нам нужно всех убить. Вот. И пробегаем. Да, стоит еще сказать о том, что сцены в игре не скипаемые. Они как есть, так и есть. То есть, если вспомнить третью часть, да, там вообще очень много касцен. And a lot of this game is really interesting because it has a really high skill floor, which means that if you want to do all of the tricks, hitting them all in a run, like in one run back to back with no mistakes, is really, really hard. But then after you do that, it becomes a lot about для многих скипов в игре на самом деле очень требуется скилл мувмента, то есть Yeah, we end up just like fighting for seconds over these like 10-minute chapters. Yeah. There's a lot of easier versions of tricks. It is actually like потому что, ну, нам нужно, допустим, вот со столом нам нужно резко повернуться, вот, и сделать вот эти вот два шажка, только кажется, что просто. Кстати, спойлер был 2 минуты назад, но Дайна уже раскрывается как юнитовый логист, вот. So I picked up a schematic for a gun we're going to buy in the next chapter, and for now we get this twist, this little twist villain of the sort of first act of the game. So we're sitting in a bit of a cutscene here. So again, this would be a great time for some donations. Absolutely. We have $50 from Holt, who says, "Let's go Shark. Greetings from Silent and me. We screwed up our sleep schedules to see her run. I donate $5 for every left-hand Larry's you get in донаты, пока есть катсцены. For Looney, Chapter 10 safe station clip is called Boom Bada Bing Boom Clip. No further discussion. Smiley face. Hashtag we love you." Thank you, Holden Silent. And we have $25 from Topher Cakes, who says the real reason that Shark plays in the patient suit the whole time is because his skills are sick. I'll donate $25 more. Спидранеры Dead Space. Ну, договорились, что будут донатить Шархату с пометкой Space Gaming, и сейчас идет шутка насчет того, что у Шархата на стриме, кстати, босс-вертолет, к слову. У Шархата на стриме можно купить себе имя на сплите, то есть, когда спидранер ранит, у него есть сплиты, и можно любой сплит переименовать, если ты накопишь там 10 тысяч очков, как вот сейчас принято на Твиче копить очки. И вот если ты накопишь эти очки, можно переименовать. Вот. And the year off strong. Hyped for Risk of Rain 2, It Takes Two, Dark Souls, and so much more. If we go fast and go far, we'll meet the end of cancer in no time. Cheers from Australia. And we have $250 У нас снова касцена с мини-боссом. Ну, тут экшен ради экшена, на самом деле. Но иногда такие штуки очень даже впечатляют. Thank you for that lovely poem. Are there any other poets out there? Would love to see some more poetry in the donations. All right, fantastic. Oh, sorry, one second. Thank you so much for the donations, everybody. We're going to be doing another trick right here called Tormentor Phase 2 skip. Let's see if I can get it first. Okay, first try, let's go. Nice.
Так, смотрите. Интересная штука. Нам сейчас нужно выстрелить в правый угол так, чтобы прицел летел во время катсцены. Мы скипаем катсцену благодаря тому, что у нас просто летит выстрел. Это просто мозговзрываемый скип катсцены. То есть, представьте, выстрел из этой пушки скипает катсцену. И здесь, кстати, камера локается, и мы не можем ничего, ну, пока там чуть-чуть отгрузит катсцену, камера локается. Вот. И мы бежим дальше. Почему-то у вас время спешит? Синхронизироваться, что ли? Секунду, синхронизируюсь. Good luck on the run. I know you are going to kill it. Thank you for that sweet donation. Thank you so much, Radish. Thank you, Radish. Thank you so much, man. Прекрасно. And we have $10 from Ultimate Draw, who says, I was always too afraid to play Dead Space when I was younger, but I think Радиш это тоже один из спидранеров. be able to handle it. Good luck to Sharkhat on the run. Money goes to Super Monkey Ball. And we're making some progress there, but we've got a long way to go. So chat, please keep those Радиш, donations там rolling были in. все спидранеры. Сейчас нам нужно снова... Это уже было, как мы падали в третью главу, да? Мы отгружаем здесь текстуру, падаем вниз. На самом деле, эту главу, мы же, типа, теоретически мы уже ее прошли. Но нам нужно сюда вернуться, чтобы игра нас пустила дальше. Здесь нам нужно все продать, мы покупаем кучу аптечек. Тут просто какой-то потрясающий мувмент в плане покупки аптечек. Я думаю, никто так быстро аспирин в аптеке не покупает, как Sharkhat аптечки в Dead Space. I think I fire it 3 times. Yeah, but it's Yeah. the detonator, for those who may not have used it when they played, it puts down like mines. It's actually really broken to be used as a Снова grenade это launcher. атмосферное You have to место. be really careful not Вот. to accidentally kill yourself with it, because if you shoot an enemy too close to Здесь you, у нас but it does Zero G зона. Ну, у нас тут две пластины, которые нужно вставить правильно. Вот. Мы их вставляем эти, ну, в генераторы. У нас все тушится. И один генератор нам нужно взять с собой, чтобы открыть здесь дверь. Два генератора, чтобы потушить огонь, один генератор, чтобы открыть дверь. Ну, мы его забираем потом с собой, просто один из двух. And place a detonator mine in a specific location so that way it kills the first stalker that runs out to him, which will give him enough time to complete the hack panel puzzle at the end of the room and just run out of the room without having to fight any of the rest of the enemies. Yeah, and the weapon routing throughout the history of the game has been really interesting because I remember Looney mentioning to me that when the detonator was first suggested to be added to the run, people thought, really? Like, you're really gonna add the detonator? And then it became super important. Так, это самая хоррор-зона. Я вот, знаете, вот эти вот моменты с контейнерами вообще не люблю, когда вот просто сплошняком куча контейнеров лежит, и ты вот, типа, ну, на самом деле страшно, ну, крипово, ну, правда, ну, прям тынет жила. Сильно очень, не очень хочется там бегать. В общем, что хотел сказать. Я вспоминаю Сому. Ну, вообще, Dead Space 2, понятно, что раньше прошел, но я вспоминаю сейчас Сому, в которой там ходил такая человек-картошка, вот, и очень пугал. Да, люблю хорроры, но не люблю, когда в них есть контейнеры. И когда в подвал заставляют идти, вот это вообще самое стрёмное. Once like about a minute passes in that room, enemies start spawning out of the vent right next to the hack panel, and then it's like impossible to Здесь do that. там должны договорить, прежде чем открыть дверь. Yeah, it's definitely a run killer if you mess it up. Yeah. So we're meeting one of the other main Здесь выползает пару некроморфов, они типа до нас должны атаковать, но если мы добежим до этого мостика, где на нас будут целиться резаком, то мы
we're not gonna see a lot of it because we skip a Скипаем то, lot что нас of the типа ударят. cutscenes in this game, and so Ellie's gonna Нас kind of на just самом деле не disappear ударят. sometimes, and we just won't see her for 10-15 minutes at a time. Ну, если их нет, все. То есть это единственная, наверное, касцена в игре, где она помогает игроку, спидранеру, игроку спидранеру, а не мешает. Like in the vacuum of space with no suit, and it's just like, you know what? Maybe I should trust that guy. He seems like he knows what he's doing. Это у нас Элли, возлюбленная Yeah, so we're just sitting through another великого small little cutscene Айзека. here, and then we'll get in this elevator. Вот. И она сошла с and go ума. to the next part of chapter Ровно 6. так же, как и Yeah, Айзек. this chapter's the, Вообще, Айзек натворил очень много делов. Он активировал of the game. обелиск It's в definitely первой the части. slowest paced. Ну, якобы. But there are some cool stuff coming up. Вообще, все, что произошло во второй части, можно... Ну, в первой и второй части можно понять в Extraction. Это отдельный такой приквел, сиквел, какие там слова вот эти вот умные, гиковские. Dead Space Extraction называется. Нам снова надо подождать, пишет стендбай. Снова эти элеваторы, которые очень просто проходятся. Вот. Не очень быстро открываются, и поэтому можем вниз просто попасть. Здесь вечный рофл насчет Дайны, который сейчас нам покажется, и мы на нее поставим стул детский. Вот. Это происходит на каждом стриме Шархата, и он постоянно в каждом своем ране делает это. Это бессмертно. Если он не сделает это сейчас, то... Даже есть смайлик, связанный с этим, по-моему. Да, тайм-аут. Здесь мы снова отгрузили уровень. Ну, вы даже не заметили, как это произошло. Мы отгрузили уровень, вот. И здесь мы бежим практически на звук. Вот. Мы попадаем в ту комнату, которая на самом конце. Вот это у нас это сам тайм-аут на Дайне. Вот. Вот он, тайм-аут. Он делает это всегда. Это ничего не значит. Это никакой не скип, не клип, ничего. Это просто ожидание касцены. Мы всегда ставим стул на голову Дайни. Потому что, ну, как бы, мы понимаем, что если у тебя нет стула над головой, какой ты после этого спидранер Dead Space? Николь, извините. That's what all these hallucination scenes we keep seeing are all about. And she is also ultimately the final boss of the game that you have to fight at the end. Oh, I'm sorry. В общем, на самом деле, Элли единственная правильная женщина. Вот. Да, Дайна вот, Николь другая. I believe the 25th is when the game came out in North America, at least. It was the 10th year anniversary last year, so it'll be the 11th this year. Kind of crazy. Yeah, that is pretty crazy. Я такое неплохое сравнение проведу, что, ну, пока мы грузимся, вообще вся трилогия Space похожа на повседневку Сёдзиай. Если понимаете, о чем я говорю, это когда ГГ ноет, вокруг ГГ на самом деле много чего оборачивается, но ГГ плачет. Вот. В целом человек. ГГ просто у нас нытик, Айзек у нас нытик. Главный нытик во всей серии. Вот. Хоть он и кажется таким брутальным инженером, самым умным в этой вселенной, но у него проблема. Здесь нам нужно взять этот стазис пак. Вот. Сейчас объясню почему. Точнее, наглядно покажу почему. This room is infamous in Dead Space 2 speedrunning. It's got this long dialogue sequence, and then it's going to spawn an enemy called a brute.
If you played the game, Да, or if you haven't, the big там написано gorilla eSports enemies Hub. can only be attacked У нас from behind. Well, they can be attacked from the front, but you can usually only be attacked from behind. That's how you meant to like dodge мы their сейчас charges просто and hit бежим them на in the столб. back. Это типичная ситуация, как бы просто показываем движок Dead Space. To an extent. Да, если я не рассказывал, то в Dead Space все коллизии имеют какой-то такой наклон. Вот, и на каждую, практически на каждую коллизию можно забежать. Вот. Это нормально. Ну, ненадолго, конечно, не намного прям, не ввысь, но на некоторые коллизии повышенно можно забежать. Вот. И у Айзека вообще несколько штук. Здесь нам нужно взять этот стазис-блок, заморозить этим стазис-блоком этого большого некроморфа, и он должен ударить нас в спину, чтобы вытолкнуть за текстуру. У нас не получилось с первого раза. Вот. Но у нас есть еще... Второй раз тоже не получается. Ну, это сложный скип, достаточно. Вот. Даже для такого склонного спидранера, как Sharkhat. Вот. Здесь в Out of Bounds происходит что-то вообще неведомое, нелепое, незадуманное разработчиком. Здесь нам нужно открыть дверь. Это будет наш элеватор. Вот. Причем мы ждали отгрузку, небольшую отгрузку. Это, кстати, не первый раз, когда так монстр нас отталкивает за текстуру. Вот. Будет, по-моему, еще один, если он использует. Если он будет использовать этот скип, то будет еще раз, когда нас должны вытолкнуть за текстуру. Вот. Здесь нам нужно подняться в нулевую гравитацию и просто, как я вам говорил, оверлоуднуть текстуру, потому что у нас большое количество FPS, мы оверлоудим текстуру. Если вверх-вниз дергать камеру, то у нас много появляется текстур снизу, много появляется текстур сверху. Но это просто объяснить тем, что, как я вам говорил, что отгружаются постоянно, отгружаются уровни для оптимизации. И то же самое сейчас происходило. То есть мы вверх-вниз оверлоудим текстуру и клипаемся здесь. Здесь мы летим прямо, считаем до 11, то ли 12, считаем прямо, летим вниз, поворачиваемся, выравниваемся в нулевой гравитации, поворачиваемся, нацеливаемся, вертикально нацеливаемся на текстуру, поворачиваемся снова, выравниваемся и летим прямо, пока не упадем. Вот. Здесь мы падаем, несмотря на то, что никаких надписей о чекпоинтах не было, мы здесь падаем. Здесь просто 100% уверенность. Просто есть места, где если Айзек умрет, то он 100% появится где-то рядом. И вот тут такая же ситуация, то есть он появился просто рядом с тем чекпоинтом. Вот. У чекпоинта есть огромная зона триггера. Вот. Не обязательно должна быть надпись. То есть у надписи чекпоинта есть триггер, и у всего чекпоинта есть еще больше триггер. Прям триггер в триггере. Вот. Yeah, so we have to wait for a fixed amount of time before we can proceed. So he's just doing some trading. So, if you've played the game, this that skips the entire solar array section. Здесь нам нужно собрать все, что есть в этих ящиках, продать в шопе. И закупиться аптечкой. Потому что сейчас будет автоскролл зона. Yeah. Yeah, because if you count like the 3 skips that add up for drill skip, that's the biggest. But I think by itself, it's either engineering deck or this. It skips the entirety of chapter 7, which is one of the longer chapters in the game. Yeah. And it skips a lot. The nice thing was, it skips a lot of auto scrollers. Был большой drill скип. Вообще в Dead Space очень часто открывают новые скипы. И вот второй не исключение, второй, ну, самый любимый публикой на самом деле. Если быть честным. Вот, несмотря на то, что первый есть первый, второй бегать любит больше. Вот. И во втором на одну только скип это дрели уже 4 способа ее пройти. Ну, быстро. Быстрым способом, естественно, не в казуальном. Она должна быть постоянно полная хп, потому что если у Айзека
убавляется ХП, то он начинает бежать медленнее. Мы поэтому были в шопе, мы поэтому купили много аспирина. It's just safer to stay in there. You can actually just run around in circles around the room and the enemies will never catch you, which is what we used to do. And it's very funny to watch you just running around in circles around this big room, the whole crew of necromorphs chasing you. That's what Kyle and I used to do. Actually, we used to watch this guy on YouTube named Major Slack, and that's how him and I got into Dead Space. Actually, he made these hardcore tutorials, and that was a Slack strat. I remember that him and I used to do. So shout out to that. Shout out to him. Yeah, shout out to Major Slack, wherever he is these days. Yeah. All right, so we're finishing up a cutscene here. So if you want to read, I'd say like 2 donations, maybe. 2 donations, you've got it. We have $250 from Mamoru the Tiger, who says, had to donate during one of my husband's favorite читаем games. касцены, пока у нас идет. Unlocking Читаем донаты, пока у нас идет касцена. Я хотел сказать, смотрим донаты, пока читаем касцены. Let's blast cancer out of an airlock. Heart, yes, engineers know a lot. I'm about to have a degree in it. Oh, congrats, Mamoru. And we have $500 from Radial Drift, who says, a great event supporting a fantastic organization. Best of luck to all the runners this week. Awesome, thank you so much. All right, so there's a little bit of a I don't know if I want to call it a trick, but we call it fast door. So if enemies are open behind you, you can't. Ну, сказали, что это прекрасная до невозможности компания. HGDQ и пожелали удачи всем раннерам на этой неделе. You know, you'd fall out of bounds. So we got it there. I try to kill the enemies in a certain way so that door opens as quickly as possible. Someone want to explain Chapter 8 skip real quick? Alright. Здесь у нас шиза стала. Это автоскролл зона, то есть я вас предупреждал насчет автоскролл зоны. Вот. Вы ничего сейчас не увидели. Я вам объясняю. Мы бежали в очень темной зоне. Открыли дверь, и пока эта дверь закрывалась, мы вернулись назад, понизив количество FPS. Это должно происходить в темноте. Вот, да, тоже для кадров все это делается. Вот. И когда мы, кстати, были в шопе еще, позапрошлом, никогда покупали аптечки, мы купили еще мины. Мины как цепучки, липучки. Они прилипают к поверхности, и благодаря ним можно буститься. Прикол этих мин в чем? Когда мы за Bounty улетаем от этих мин, мы от них урон не получаем. Вот. Если мы от них улетим еще, тем более, так как у Айзека нету анимации падения, он не получает урон от этих мин. Вот. Тут шутка насчет того, что это скипа. Вот. Ну, тут просто есть зоны, в которые нужно прикинуть горелки, взрывчатые устройства. Ну, как и говорит сейчас комментатор, о том, что это low FPS трик. Ну, иногда это очень тяжелые вещи. Но насчет этого всего есть очень большие гайды, так что если у вас какие-то желания побегать в Dead Space, насчет этого всего люди старались, писали документации, видео, документации, стримят каждый день, поэтому, ну и очень отзывчивые, потому что если у вас желание есть ранний Dead Space, то никогда не поздно. But what we realized was that that it's also dependent. The loads are dependent on your hardware. So for some people, the wall would load in too fast and they get bounced off, and we just thought, oh, maybe these people are just doing it wrong. We're not sure why it's not working. And then we realized that... Also, none of us have mentioned it, but there are 2 Ellies and 2 Strasses. Because he skipped he jumped over... Тут рассказывается о том, что VSync лочит до 30 FPS, и некоторые скипы, конечно же, VSync не получают, поэтому его надо выключать. Но некоторые скипы, наоборот, требуют того, чтобы включать VSync. Спасибо большое. Вот. There we go. It's in the line. Okay. He's full of bad ideas. Yeah. There's a lot of things to explain in this game. Sometimes it goes by really fast.
So now he's about to go into the USG Ishimura from Dead Space 1, which I'm sure anybody who's seen Dead Space 1 Unfortunately, no will pulse remember. rifles. Unfortunately, no pulse boosting in this game. Снова скроллер, что должны ехать на тележке. Вот, о чем я говорил, то есть FPS, самое, вот все, что вы слышите и видите в документациях, это, наверное, самое частое это слово must-have-нее, чем буква А. Слышите А и FPS, вы будете в разных вещах. Здесь такая зона, похожа на последнюю главу Outlast. Я все время у меня... Я каждый раз у меня с чем-то интерпретация. Мне страшно за себя. Здесь будет трилл скип, который назвали Looney Jump. Очень жесткий такой. А так, это у нас элеватор, недавно открывший скип. Здесь у нас мы должны опустить вниз элеватор. И пока элеватор опускается, мы должны забежать на зону, откуда опускается элеватор. Вот, естественно, здесь все сейчас отгрузится. Уже отгрузилось. Вот. Как и в прошлые разы все. То есть, если мы куда-то что-то отправляем, то есть дверь закрываем, отправляем элеватор, то у нас отгружаются текстуры по скрипту. И здесь мы просто бежим в темноту. Понятно, что Шархат знает игру на все 100%. Вот. So he's gonna open it into a deload, which will let him skip even more content in the medical deck. Basically, he's cheating. Oh yeah. Здесь такая зона, то есть в out of bounds. Ну не совсем out of bounds, мы добежали до туда благодаря тому, что мы отгружали текстуры. И здесь фишка в чем? Нам нужно получить максимально низкое количество FPS. И чтобы этого добиться, мы сначала выбросили себя бомбой из текстур. Пока мы летим, мы нажимаем паузу, и 4 раза, пока мы нажимаем паузу, в середине, на третьей паузе, мы включаем V-Sync и повышаем количество FPS, повышаем настройки на Very High, чтобы достигнуть точное количество FPS, то есть 30. Не больше, не меньше. При Very High V-Sync будет 30 FPS. И здесь мы бежим до зоны Zero High, то есть здесь вообще ничего не видно. Вот. Но, да, этот скип назвали Looney Jump, потому что здесь прыжки с минами, а Луни очень любит экспериментировать с минами. Нет, просто Луни переименовался. Мы тут сплитлись, на самом деле я все придумал. Мы добежали до зоны, здесь нам уже не нужно только количество FPS, мы ставим кастом, в кастоме у нас все выкрашено на низ, вот. There's a bunch of pukers, and then he's going to do another save station clip where he drops the low FPS, and then flips through that save station to drop down. This just skips skips having to take the lift down, which skips. Снова это сейв-станция, где мы должны понизить количество FPS, чтобы при открытии этой сейв-станция нас выкинула за текстуру. So like if you want to get a clean run with all the fastest strats, it takes a long time and it's really, really grueling because a lot of these tricks are just super precise. But Shark's basically not going for any baby strats. Like everything he's been doing is like just the full on like fastest version of the strat. Yeah. And hitting all of them. So. Yeah. That panel there, you have to hold like your interact button, but you can actually just move while you're holding it. So you can run through the door and the door glitches out. Что мы делаем? Мы запускаем касцену, выходим за дверь. И дверь гличится. И по истечению касцены мы можем сесть на... Не знаю, что это. Запуская установку. It's immersive, dude. He's in space. Exactly. All right. So this would be another great time for some donations.
Awesome. We have $25 from Crimson Bautausi, who says, "Hey GDQ, second time donating. Had to for one of the Да, best здесь мы games будем of снова all time, лететь, есть Dead время для Space. донатов. This game is a masterpiece, and seeing it being ran is a privilege. It was worth taking time off work this week to watch GDQ and being able to Dead watch Space these 2, по моему amazing мнению, runners." является лучшей игрой в We мире. also have $50 from Ой, Chell в серии, Wong, who в says, мире. "Every year I get so excited for GDQ, but also last month we lost someone Приятно dear to наблюдать за us, so this этими donation amazing is камерами. dedicated to Andrea. Thank you GDQ and PCF for everything you do, and may this donation go towards helping someone else in need. I love you all." Chell, thank you so much for your donation in Andrea's memory. Chat, can we get some hearts for Andrea and Chell, please? That was really sweet. That was very nice, thank you. We also have $25 from MDL@QP, who says, "Great event so far. Для каждого enjoying лучшая it игра thoroughly. своя, Many наверное. thanks to everyone involved for putting in the hard work to plan and organize, the runners to train and practice, the viewers and donors for engaging and watching and supporting and donating, and PCF for life-saving, world-changing mission that makes such an enormous difference. Bring on the week of speedruns." I think we keep going, maybe one or two more. I can do that. We have $10 from Mar and Gak, who say, "This donation is in honor of our friend's mom, Judy, who is currently fighting off cancer like Isaac fights off necromorphs. She requested we donate during this run, and we couldn't deny that request. Let's all help fight off cancer. Judy, please keep fighting. Mar and Gak, thank you for your $10 donation." And we have $25 from Adelie Bird, who says, hey, long-time watcher, first-time donator, but I had to during Dead Space 2, which is one of my all-time favorite games. Also, shout out to Living Looney Bin, Australian speedrunners represent." Let's go. Goes to show that not all moms hate Dead Space 2. The advertisement campaign was incorrect. Exactly, yeah. So one of those rooms back there, that's soccer room. We have to kill the enemies to progress to unlock the door. So I was just shooting some mines in some particular places to blow them up in a timely manner. We're gonna do our last bit of shopping here. I'm gonna pick up the contact beam for the final boss and the seeker rifle, which you don't normally see anymore in world record runs, but it does make a trick coming up in a bit easier. So I'm just getting that for safety. And Well, this is this room we can get. combat? Anyone who's played this room in hardcore, anyone who's This room played in this room in hardcore hardcore, yeah, is it's terrifying because you can't do this right here, which is Rest sort of the of reset gives you- Прошу прощения, well, pretty much кликли. it's a reset cycle. yeah, it gives you this very predictable pattern. In hardcore, you just have to react right before. Тем временем у нас последняя глава под землей. Okay, so I should start explaining drill skip start happening. So this is gonna be a really Они взяли long-winded моду skip because this с skip takes about тем, like что 10 мы minutes вначале to спускаемся actually вниз, а execute, потом поднимаемся and it наверх. goes across a couple of different levels. So Вот. basically, Yes. Ellie just lost her depth perception, and we're like gonna try to help her deal with Strauss. And we're supposed to have this cutscene where we kill Strauss and whatnot, but instead we're gonna do a wiggle clip in 0G out here and skip right past that. And that's gonna end us up right at the elevator after we're supposed to kill Strauss. Funnily enough, that means in the speedrun, it's canon, Strauss never dies. So he's out here running around the spire somewhere to this day probably. Здесь нас выкидывает That was excellent. огромное щупальце касцены, где нас выкидывает огромное щупальце. Мы делаудимся, благодаря чему мы не смотрим последнюю часть касцены. Вот. Здесь тоже просто есть уязвимость в стене, куда мы проникаем при помощи нулевой гравитации, при помощи того же способа, как я вам говорил, оверлоудить текстуру. Да, он летает в космосе без костюма. Он уже в костюме. And unfortunately, we're not able to fly all the way to the top of the elevator shaft, skipping it, because the 0G bounding box doesn't extend all the way to the top. But what we can do is we can get on the wall like this, and then when we punch, we maintain our 0G state until we stop punching. Здесь есть зона.
If you have any punches, куда this is a great time to do it because we're можно gonna be просто в punching up Zero G this shaft прилететь. for, like, На самом деле 3.5 тут запланировано straight, все because игрой, we wanna stay но есть тут on зона, side где versus можно the wall, so we опуститься can в get Zero on G. top and skip some stuff later. Здесь But this means прием we just такой же, gotta как punch and в stall спидрании here первой until we get to the части. top. Мы должны Yeah, this is actually махаться с something невидимым that, некроморфом, first sensitive. благодаря чему Айзек немного приподнимается по Z-координате. it works a little differently in И the first когда он game, but поднимается немного по Z-координате, он pretty может cool that it works in this one клепануться as на well. Actually, текстуру, let's just do this находясь one. даже не в Second нулевой skip. гравитации. Вот. И здесь мы по этой текстуре не можем передвигаться при помощи обычного вазда. Мы должны продолжать драться с невидимым некроморфом. Need zero G forever, but we do want to be able to skip the door at the top of this elevator. So he's just going to keep punching, and he has to be really. Потому что он по высоте поднимается. If that happens, you gotta punch all the way back up. Yeah, because again, this trick is a Долгота, широта, высота. yeah, this trick is a prerequisite for the next trick, which is also a huge skip. So I do have to do this. So. Yeah, he sits up this high on the lift too, and just goes backwards and forth, even though it's kind of disorienting. There's necromorphs on the lift, and if they hit you, you'll just lose 0G. So you need to not get hit as well during this whole sequence, which is pretty easy as long as you stay away from them because they're all melee enemies, thankfully. But now that he's at the top of the elevator shaft, he's going to get off of it and climb a bit higher up to some platforms where he can land on. And once he's on those platforms, he's going to do some little bit of running up some walls and some platforming. Needs to make sure to kill all of the enemies as well. Мы здесь ждем, пока нас докатит. Потом мы в темноте бежим по стене, по той самой наклоненной коллизии. По многим, как я говорил раньше, что в Dead Space очень много наклоненных коллизий. Мы бежим по ней. Вот. Здесь на самом интересный мувмент. Нам нужно добежать до того, чтобы оказаться сверху этой платформы. Вот. Мы упали. So the way that it works is Как бывает, марафон момент, мы упали. Девочки, вы упали. Такие дела. Все заново. But as you just saw, he just blew himself up with a mine, and he didn't take any damage because while the cutscene was skipped because he's in chapter 12 now instead of chapter 11, the invincibility trigger never despawned. So now, not only do we have unlimited ammo, but we're also invincible. And this is going to be really, really important because you can actually die from falling too much. If you fall far enough, you'll die. And we don't want that to happen because what we're going to set up here is to skip this big auto-scroller section coming up called the drill. And in order to do that, we're going to need to fall really, really far. Yeah. Just at the start of this area, he went over a railing to skip a cutscene with Ellie, and he just went to low FPS on that transport to clip off of it after getting the key. Now he's going to trigger the drill to start turning around, so we need to get on the drill in order to get off of it. This area, the next area is triggered by loading of the... Oh, you're actually going to hit the cutscene. Yeah. This is going to play two cutscenes on top of each other. Это у нас дрилл-эрия, где у нас, дрель с генератором. Вот. Здесь интересный скип. Раньше он другой был, но это сейчас выглядит немного веселым. Нас, кстати, бьет некроморф, но это совершенно не важно. Вот. Здесь мы смотрим касцену, которую мы отгрузили. Ну, благодаря тому, что мы бежали там по текстурам, и где у нас все получилось. Мы сейчас... У нас все подгружается. Ну, вы поняли, что мы, так как натворили делов и упали, сейчас происходит вот это на экране. Так на самом деле не должно быть. Должно быть все по-другому. И дрель вы вообще не должны видеть. Там новый дрель скип. Вот. So, while we can't necessarily skip the entirety of riding the drill, we can skip a bunch of unskippable cutscenes that are after the drill. So what we're going to be doing here is we're going to take this little
Здесь мы применяем второй skip drill. Здесь нам нужно взять с собой табличку для того, чтобы выйти потом из всего этого. Чтобы выйти из одной зоны этого большого бура, нам нужна эта табличка. И чтобы это сделать, нам нужно включить вертикальную синхронизацию, VSync. Вот. И благодаря этой табличке мы выбегаем из большого бура. Вот. Ждем. Это второй drill skip. Основной не показали, потому что мы нечаянно упали. Вот. Мы немного ждем, и здесь мы начинаем падать. Итак, мы падаем. Друзья, нельзя описать всю боль этого скипа, потому что мы будем падать 1,5 минуты. Все, резидент слипер. Добрый стол. Мы летим 1,5 минуты. Right pretty much above and just a little bit next to where a door in chapter 13 is going to be. But we have to wait till the drill to reach the end of the path for chapter 13 to load. So when he gets to the end here, he's going to stop moving and we're going to wait for, what is it, like a minute? A minute and a half? Вниз ботинками так смело, знаете, как чувак из мемов, который падает с 5-го этажа и начинает харбаситься внизу. Ту-ту, что там поется, не помню. And start buffering my inputs. Yeah, so we made a very precise setup that relies on you using a timer and moving left. Да, когда наши ботинки останавливаются, нам нужно нажать 3 раза паузу, чтобы немножко отгрузить. И мы падаем, продолжаем падать. То есть у нас есть 3 вариации падения. Сначала мы немного падаем, потом подольше падаем, потом еще дольше падаем. Только в разных положениях. Yeah, there's been a few versions of this trick. This is the latest one, we call it Super Drill. There's a few other ones, Drill Skip, Extended Drill. They all skip different amounts of content and have different difficulties. This one's fairly new actually. We knew it was На самом деле, мы, скорее всего, вообще даже не падаем. Можно предположить, что мы, скорее всего, просто находимся в непрерывном положении. Но мы же не видим в темноте, что на самом деле происходит. Хотя, если посмотреть по тренеру, если запустить тренер, то с тренером становится понятно, что координаты меняются. Положение Айзека в природе. This version is different. The other one we were trying was there's a load zone in the room past where the door is. We were trying to hit that. Mega inconsistent. It barely works. Fortunately, this door version is very consistent. I'm gonna focus here to try to get it. It's not that hard, but if I miss it, I have to do the whole thing over again, and we lose like 5 minutes. So we're on really good pace. I'm only like a minute and a half behind world record right now, so it's totally fine if I have to do it again. But I'd also like to just get it first try. So. Bro, you got this. It's fine. Yeah, you got it. Bro, this trick is easy. You literally just stand still for like a minute and a half. I know, right? And it's very good if he gets it because we get to skip an enormous amount of Даже не 1,5 минуты, 2 минуты летим. If you don't do any part of the last 2 chapters correctly, you cannot do this. Nice. Мы досчитали время, то есть у нас на втором мониторе у Шархата обычно открыт таймер. That's a huge weight off my chest, not only because I don't have to do that entire thing again, but also because Kyle and I made a bet that if I miss that skip, I have to jump in my pool with my clothes on, and the water's like 60 degrees, so... Вот. То есть у Шархата на втором мониторе открыт таймер. На таймере все видно, время, и он считает, ну, смотрит время. По-моему, 1,5-2 минуты, что ли, он отсчитывает. И пока падает, вот он смотрит на этот таймер. И когда у него доходит время до конца, он начинает лодить текстуру эскейпом. Нажимать эскейпом. И мы упали, прогрузились, подгрузили немного текстур, загрузились в чекпоинт, потому что мы подгрузили чекпоинт триггер благодаря тому, что загрузили текстуры.
а чекпоинт триггеры у нас лежат на текстурах. Мы загрузились, и у нас здесь 11-я... 11-я просто... Мы бежим в последнюю главу, но здесь у нас ничего не будет дамажить, ничего не будет происходить, потому что, ну, нас здесь не должно быть. Вот. This next deload is insane to me that you can actually navigate this next room because Вот. I can barely navigate it when I can see. There's not a lot of visual cues here, unfortunately, so it honestly just takes a lot of practice. Здесь простецкие головоломки. Что нужно опустить, что нужно поднять. Немножко nice. Yeah, we got a fast charge, nice. That's usually what happens. When you get a slow charge, it's not a big deal, you just lose a few seconds. Yeah, so he kneecaps that enemy to hold the door open, and then he's going to go open the other door, which gets the game confused, like all the other deloads, as to what levels are loaded, and now you can just manipulate. Здесь та же фишка, что мы раньше использовали, то есть мы отгружаем уровень 11 или 12 главы, неважно, какая-то цифра главы, отгружаем также, то есть двери слишком медленно закрываются, как я в прошлый раз говорил. Вот. И мы вышли за дверь и зашли в дверь. And it's somewhat difficult because the geometry of this room is fairly complex. You have to run around a couple of loops and then go down several ramps and go through several doors throughout the whole process. So you get a bit of a hint here when this loads in, if you're totally just running into the wall or not. But that wasn't too bad. So now we're about to do 14-15 skip. Yeah. So this is this is gonna skip the entirety of the last two levels pretty much, also known as iPoke skip. So I have my low FPS toggle here, and I'm going to attempt to hit this elevator button and get out of the elevator before the invisible wall that blocks me. Поскольку у нас есть еще некоторое количество стимейта, и мы уже заканчиваем последнюю главу, мы уже на нее загрузились, но мы показываем некоторые скипы, которые сложные в исполнении, их не было ранее. Вот. Да. Ну, вы видели сейчас. Это элеватор скип, тоже недавно его открыли. То он загрузился сейчас в первую главу, где был как раз этот элеватор, ну, лифт. И он показывает вот этот скип. Потому что есть еще время эстимейта. То есть, ну, люди старались, открывали, почему бы не показать, если есть еще время эстимейта. На самом деле ран уже закончился. To hopefully hit a checkpoint at the end of chapter 15, because chapter 15 is right below the start of chapter 14. Not sure about that one. Okay, one more time. Third time. Yeah, this is definitely a tricky one sometimes. Yeah, this is a huge skip as well. But the thing that I really like about this skip is I always said that this game would never get into GDQ unless we skipped the eye poke, and then you know what? It happened before we got into GDQ. So. Yeah. your eyes are all saved. There is no poking of eyes occurring today. Yeah. That one looked a little weird too. I'm not sure. Maybe just wait for the loop to go down, dude. Скип — это пропуск какого-то места в игре для экономии времени прохождения. Скип — это пропуск. Ну, здесь на самом деле такие вещи с элеватором, они на самом деле достаточно, ну, часто встречаются в Dead Space. Вот, в последнее время, потому что это вот на самом деле такой способ отгрузки текстур нашли недавно. Но, да, почти все скипы в Dead Space связаны с тем, что нам нужно отгружать текстуры и добираться до триггеров. Коленные чашки, к сожалению, сохранены, потому что мы здесь при помощи бомбы скипаем одну из касцен. У нас тут стреляет интегрологист, или как-то там, забыл, как называется. Чашки наши в порядке. Самая последняя глава, мы заканчиваем. Yeah. I think those are allowed in the military. It's a pretty rough spot for. Kind of shocking. There goes the hat. It does that. So this is where you think we've defeated the final antagonist of the game, so we're all good. And then Nicole pulls the sick 180 on us. Also, she's supposed to be loaded in here. Yeah, Nicole's supposed to be here talking to Isaac right now, but because we did 14-15 skip, he's just not there. I think it fits, man. He's in the patient suit. Yeah. You just you're just seeing things, dude. Nicole's not real. Nicole's like actually not real. Yeah. Oops.
you get to see what Isaac actually Yeah, what there's everybody just else would nothing actually there. see. В целом Yeah. для прохождения игры требуется So if you 14-15 thought that, you кипов. know, this game's run on casual, like that's Мы kind of выключаем lame, if I висинг, want more непонятно combat, зачем. this boss fight is literally Уже killed in, идет like 2 конец shots. игры. And this is normally actually a very difficult boss fight. But if you get this quick kill right at the beginning, normally you're not supposed to be able to shoot the marker twice in a row like that. But if you Босс-файт. hit Nicole Последний босс-файт. quickly enough, Здесь мы you деремся get с 2 обелиском. shots in on the marker, which is enough to kill it instantly. Должны победить обелиск. Take her elo. Time for a rank up. Yeah. So we got about 2 minutes left of cutscene before the end of the game. This one was really good. I think this is definitely gonna be sub 110 in-game time. Ну такой. RTA is usually about 4 minutes or 5 minutes Плюс slower for минус. loads. So yeah, this was really good. Besides I poke skip trolling me a little bit, that went up pretty much as well as I could have asked for. We can still die, by the way. There's a little flying sequence, but it's not hard. So while we're waiting here, I guess I'd like to just really quickly shout out the Dead Space community. And you all are amazing. We put in a lot of great work in this game. So thank you so much to all of you. If you guys have anything else to say or any donations after that, that'd be perfect. I have a few more I'd really like to get in before the end of the run, but I promise I'll be fast. We have we have $5 from Osmorn, who says, I might have never played a Dead Space game, but I have seen a Sharkhat stream, and that alone is worth watching and donating to an amazing cause. Good luck on the run, Shark, your friend Oz. And we have $25 from Maxi Lobes, who says, Maxi here, I've been around for a long time and I've watched the horror speedrunning community grow a ton over the years. It's truly a treat to watch Sharkhat and the Dead Space community showing off their hard work. You're all doing great. Much love, GDQ Heart. Fantastic, thank you so much. Couch commentators, you guys have anything else you want to say? Thanks. Yeah, I mean, this is pretty much the end of the game. Just have one last little flight sequence left. It's amazing to see this game at GDQ. Definitely not something I would have expected to see when I first started running this game a couple of years ago, and it's just been an amazing experience. Yeah, And definitely. I'm I glad to think have been part of it. back when I started running this game, Ну, здесь Эллен за нами прилетает, нас спасает. Это финальная катсцена, типичная штучка такая. Экшеновская, когда нас что-то от кого-то спасает. Да, здесь мы на самом деле на бутсах могли бы улететь уже давно в невесомость, но мы долетаем. Ну, на бутсах вы явно летите медленнее, чем на самолете. Honestly, like, people don't even care that much about the actual runs or times. It's mostly like, hey, just what can we do? Yeah, time, by the way. Yeah. Or time, sorry, time. But yeah, like, it's really cool to see the community be so, like, discovery oriented. Like, everyone just wants to find new stuff all the time and, like, break the game apart and make all these really awesome resources for people to get into it. And if you are at all interested in any of the Dead Space games, definitely go join the Discord from on speedrun.com, and there's a ton of awesome resources. And it's really cool to see people just continuing the lineage of optimizing Dead Space. It's really rad. Yeah, it's been great. Yeah. And like we said, the game's very easy to get into, and there's probably plenty more to find. I've been running the game since 2013, and it's just been great to see how much it's improved, like how much the community's grown, how much it's improved over the years. I never thought it would be at GDQ, but we got the first game in last year, and now the second game, third game, maybe. Luke, did you watch Dead Space 3? Yeah, that's pretty much all I got. Like they said, if you want to get into the game, the Dead Space Speedrunning Discord, you can find it at speedrun.com. That's the best place to do it. We got tons of people that can help you out. Like I said, there's tons of different routes. Whether you want to jump right into the hard stuff, just do a easy beginner route. It's a super fun run, and it's a great community, great to hang out with everyone. And yeah, this was a blast. My first GDQ run. The run went super well. Yeah, that's about all I got. Just thank you for having me. One last thing, make sure to go follow sharkhat87 and Living Looney Bin, because they're both really awesome runners of all the Dead Space games. And Кто там keep on killing it. You'll get to see the new innovations as they come out. It'll be super rad. Yeah, we're trying to work on a chapter 3 skip. Yeah, saves about a minute. Sub hour this year, we're calling it. Got like 5 minutes to go.
Thanks for Yeah, having that's us. about it. Thanks so much for having us. Yeah, yeah.